Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на наш канал, то добро пожаловать. За окном уже осень, а значит, что мы больше вечеров будем проводить дома. И для того, чтобы они не были скучными и томными, хорошо бы украсить их просмотром увлекательного фильма под бокальчик пива или хорошего вина. Чтобы вы не думали и не искали, мы приготовили для вас жменьку интересных проектов. Так что поехали! Обычное путешествие из Нью-Йорка в Лондон. И казалось бы, все идет по плану. Но когда Хедли и Оливер случайно пересекаются взглядом, все меняется. Становится очевидно, что это любовь на всю жизнь. И надо же такому случиться, что на таможенном контроле герои нашей истории теряют друг друга. Выдержит ли любовь такое испытание? Смогут ли влюбленные не упустить свое счастье? «Любовь с первого взгляда» – романтическая комедия режиссера Ванессы Касвилл, снятая для стримингового сервиса Netflix. Сюжет основан на популярном романе американской писательницы Дженнифер Элизабет Смит. Это уже вторая экранизация ее книги на Netflix. До этого в свет вышел фильм «Между здравствуй и прощай», который является адаптацией одноименного романа. Это история об упорстве и целеустремленности. Хосе Эрнандес – эмигрант из Мексики. Его семья занимается сельским хозяйством. Благодаря непоколебимой поддержке его родителей, родственников и учителей, Хосе удается достичь на первый взгляд непостижимой цели – полета в космос. «За миллион миль отсюда» – это биографическая драма мексиканской режиссерши и сценаристки Алехандры Маркес Абеллы. За основу сюжета была взята реальная история Хосе Эрнандеса, а также его книга «Дотянуться до звезд», вдохновленная история фермера-мигранта, ставшего космонавтом. Фильм своего рода дань уважения, верности и упорству семьи Эрнандес, а также посвящение всем, кто не боится следовать собственной мечте. Ведь мы единственное препятствие в достижении наших целей. Если вы согласны с этим, напишите об этом в комментарии. А если не согласны, тоже напишите. Фильм вышел на Amazon Prime Video осенью прошлого года. Это история о том, что может ждать человечество. Будущее. Идет война между человечеством и силами искусственного интеллекта. Главный герой – закаленный в боях бывший оперативный агент. Джошуа переживает исчезновение своей жены, но это не мешает ему взяться за выполнение сверхважного задания. Ему предстоит найти и уничтожить создателя, неуловимого архитектора искусственного интеллекта и таинственного оружия, способного положить конец войне и всему человечеству. Создатель – это фантастический экшен. Режиссером фильма выступил британец Гарет Эдвардс. В его копилке немало достойных работ, среди которых «Годзилла» и первый спин-офф киносаги «Звездные войны. Изгой-1». Актерский состав не менее интересный. Например, британскую актрису с небританской фамилией Джемма Чан мы видели в культовом сериале «Шерлок» и фильмах «Трансформеры» и «Две королевы». А типажный японский актер Кен Ватанабе запомнился многим по фильмам «Последний самурай» и «Начало». Капитан ВМС США Филипп Квинг проявляет признаки психической нестабильности. Его состояние ставит под угрозу безопасность военного корабля «Кейн». Первый офицер, лейтенант Стивен Меррик, вынужден отстранить капитана от командования. Военный трибунал квалифицирует действия лейтенанта Стивена и других членов команды как мятеж. Военный трибунал по делу о мятеже на Кейне – военная драма режиссера Уильяма Фридкина, чьи родители иммигранты из Украины. Фильм основан на романе Германа Воука. «Мятеж на Кейне» был снят кинокомпанией Paramount. Уильям Фридкин уже давно хотел экранизировать эту книгу. К сожалению, этот фильм стал последней работой великого режиссера. В августе прошлого года, не дождавшись премьеры своего детища, Уильям покинул этот мир. Для Лесли Реддика, сыгравшего одну из главных ролей, как ни печально, этот фильм тоже стал одной из последних его работ. 1995 год. Вилли – адвокат с блестящей репутацией. Он специализируется на делах, связанных с травмами. Но в этот раз он взялся помочь Джерри, обанкротившемуся владельцу похоронного бюро, который пытается спасти семейный бизнес. Предстоит судебная тяжба против корпоративного гиганта Lowen Group. Эта компания представляла похоронные услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Гэри чудом удается выиграть дело на космические $500 миллионов. В итоге Lowen Group вынуждена была объявить о банкротстве. «Похороны» – драматический фильм режиссера Мэгги Бетс. Сюжет фильма, снятый компанией Amazon, основан на реальной истории. В главной роли оскароносный Джереми Фокс, которого многие помнят по главной роли в фильме Тарантино «Джанго освобожденный», и не менее оскароносный Томми Ли Джонс, знаменитый агент из культового фильма «Люди в черном». Актерский состав говорит сам за себя. 89-летний Бернард Джордан
британский ветеран Второй мировой войны. Свои последние годы он проводит в доме престарелых. Неугомонный герой, несмотря на свои почтенные года, решает сбежать из места обитания, чтобы преодолеть непростой и долгий для него путь и посетить празднование 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии, участником которой он был многие годы назад. «Великий беглец» – фильм, основанный на реальной истории ветерана британского королевского флота времен Второй мировой войны. В главных ролях прекрасный дуэт – двукратные обладатели премии «Оскар» Майкл Кейн и Глenda Джексон. Когда-то, 47 лет назад, они уже снимались вместе в фильме «Романтическая англичанка». К сожалению, Гленда не дожила до премьеры своего последнего фильма. Она умерла 15 июня прошлого года, но режиссер фильма Оливер Паркер успел показать готовый фильм актрисе за несколько недель до ее смерти. В 20-х годах прошлого века на северо-востоке Оклахомы при загадочных обстоятельствах были убиты члены племени Осейджи. Это случилось после того, как на земле этого племени была обнаружена нефть. Серия громких преступлений спровоцировала крупное расследование ФБР, которым руководили 29-летний Эдгар Гувер и бывший техасский рейнджер Том Уайт. «Убийцы цветочной луны» – это экранизация одноименного романа Дэвида Гранна. Показ фильма на Каннском кинофестивале закончился 9-минутными овациями и всеобщим признанием критиков. Не мудрено, ведь новый эпический фильм от маэстро Мартина Скорсезе собрал поистине звездный актерский состав. В фильме снялись оскароносные Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Брендан Фрейзер. Отмечу, что это уже 6-й совместный фильм Скорсезе и Ди Каприо и 10-й Скорсезе и Де Ниро. Лиза Дрейк приняла решение бросить школу. Она устраивается на работу в обанкротившуюся фармацевтическую компанию, которая расположена в торговом центре. Благодаря своему усердию героине удается удержать утопающий бизнес на плаву. Сама того не понимая, Лиза оказывается в эпицентре преступного заговора с катастрофическими последствиями. «Продавцы боли» – криминальная драма режиссера Дэвида Йейтса, которого мы знаем по серии фильмов «Гарри Поттер». Сюжет фильма основан на книге Эвана Хьюза и его же статьи, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в 2018 году. Netflix заплатил за права на экранизацию больше $50 миллионов. В фильме снялись Эмили Блант, которую мы не так давно видели в роли жены главного героя в биографическом фильме «Оппенгеймер», и Энди Гарсия, номинант на премию «Оскар» за роль в мировой классике «Крестный отец 3». Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Мы и дальше продолжим информировать вас про те проекты, которые достойны вашего внимания. Не забудь поставить лайк и оставить свой комментарий. А если тебе нравится то, что мы делаем, ты можешь стать спонсором нашего канала. Для этого есть кнопка под видео. Всем пока-пока, услышимся!